Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я продолжу все-таки серию роликов «Спасительные слова древних колдунов». Но на сей раз это будут спасительные слова армянских ведьм. Про армянское колдовство я снимала лекции и про другие направления колдовства и этнические, основаны на традициях, обычаях народов. Но раз уж сейчас про армянскую магию идет речь, у меня много лекций, посвященных армянской магии. Просто наберите «Армянская магия ведьмина изба». И сразу эти видеолекции выйдут. Ну, если вы хотите общее представление иметь. У нас с вами была чистка онлайн, армянская сила. Были скоропомощники на армянском языке. Ритуалы на армянском языке. Например, исцеление Цувинар. Все хвалят. И многим помогло. Вчера мне написали, что человек, которого практически парализовала половина тела, помогли ей провести. И через несколько дней это состояние начало отходить. И она уже практически ходит, чувствует тело. И вот хочет еще несколько раз провести для общего оздоровления. Потому что армянский язык, он очень сильный. И многие вещи, которые на другом языке, может быть, не получаются, у человека на армянском обязательно получится. Если вы знаете про языке народов в санскрите, то хочу вам сказать, что более всего схожи в санскрите это индуизм, то есть индуистский язык, хинди, и армянский язык по звучанию. Итак, вчера я сняла и подарила вам спасительные слова древних колдунов. Они очень сильные, и сегодня уже люди писали о результатах. Порой не бывает времени провести ритуал, даже начитать заговор, но нужна быстрая помощь. Вот спасительные слова вам в помощь. На вопрос, что мы отдаем взамен, я уже говорила, я устала миллион раз повторять, правда. Откройте ролик и посмотрите. Плата за удачу, добро и зло. Мы отдаем положительную энергию. Энергию счастья называется. Это для определенных сил, как зарядка, как аккумулятор. Чем больше мы отдаем энергию счастья, тем больше мы получаем их помощь, чтобы снова отдать эту энергию. Получается, что человек счастливый все больше и больше становится счастливым. Несчастный еще больше становится несчастным, потому что он не отдает богам эту энергию счастья. Не способен, не хочет, ленив. А значит, боги взамен, естественно, ничего не возвращают. В армянском языке одно выражение, одно слово, точнее, может означать целую серию каких-то действий. То есть одним словом можно выразить какое-то действие. Именно поэтому спасительные слова на армянском языке, армянских ведьм, они не призыв определенной силы, а призыв через эту силу определенного действия одним словом. Ну, кто знает армянский язык, тот поймет это тонкости языка. Все равно, знаете, как бы я ни объяснила, не зная язык, вы не поймете, о чем речь. Просто берете и делаете. Кстати, хочу вам сказать, для маловерных людей, которые переживают, а вдруг там, а что там, а ведь я слова не знаю, а как понять, хорошо это или нет, я вам объясню. Среди моих зрителей много разных национальностей. И я дарила ритуалы
на фарси, на пехлевицком, на армянском, на грузинском языке, на тюркском, что еще, на монгольском, на румынском языке и прочее. И люди, которые знают эти языки, спокойно взяли и начали пользоваться. Так вот, я не владею всеми языками мира, но я владею языком магии. Я знаю, как составить ритуал. Я знаю сильные слова, которые воздействованы в магии разных народов. И представители этих наций спокойно берут и им пользуются. Это должно вам говорить о том, что в этих работах, кроме хорошего, ничего другого нет. Иначе люди, знающие эти языки, давно бы сказали, вот это нехорошо, это что-то не так и так далее. Но поскольку люди благодарят и берут, вы должны это понимать. Понимаете, я не обязана вам объяснять. Я вам дарю. Если вы доверяете человеку, если человек столько вам дал сильных работ и удачливых работ, и они у вас получились, то, наверное, уже этот человек заслуживает доверия, и без лишних слов и разговоров берете и делаете. Могу я перевести каждое слово, но не считаю нужным. Я не считаю нужным, я считаю, что должно быть доверие и уважение к человеку, которому вы идете за помощью. Боитесь, не делайте, не трогайте. Кто не боится, тот сделал и получил результат. В общем, как-то так. Ну уж армянский язык я знаю в совершенстве, так что тут говорить не о чем. Итак, при опасности, если вы чувствуете, что надвигается что-то, нечто, или человек идет вам навстречу, вам не нравится, или вы ночью идете и какое-то чувство опасности, или, может быть, у вас какие-то проверки намечаются, и вы переживаете. Говорите столько раз, пока не успокоитесь. 6 раз, 7 раз, 10 раз. В этих случаях говорится до того момента, пока не придет уверенность в сознании, что все прошло. Итак, глядя на человека или в спину человеку, или просто сидя, чувствуя какую-то опасность, говорите про себя шепотом. Почему шепотом? Потому что шепот – это язык темных духов. И вы шепотом на чистоте, вот на этом низкой частоте звуков улавливаете их силу, то есть они вас слышат. Духи, дорогие друзья, потустороннего мира, они не такие, как мы, которые могут и крик слышать, и голос слышать, и пение. У каждого из них есть своя иерархия. Если вы просите вот эти спасительные слова, спасительных духов призывая, то если вы будете кричать, они могут не помочь. Вы должны говорить шепотом, то есть на частоте их звуков, их слышимости. Вот тогда они услышат и помогут. Каждая иерархия духов расположена на своей волне, понимаете, на своей частоте. Вот я этому вас и учу, как правильно просить, как сделать так, чтобы услышали эти силы или другие, третьи и так далее. Так вот, при опасности слова «гна урганумес». Если дословно перевести, иди куда шел. Но эти слова имеют особое действие на армянском языке. Гна урганумес. Еще раз. Гна ур ганум эс. Отдельно. Ну, произносить можете как хотите. От боли. Опять же, положите руку, любую руку, на болючее место и говорите. Карцав, чекацав. До того момента, пока боль не уйдет. Еще раз. Карцав, чекацав. Значит, от проверок, от каких-то внезапных гостей, которых вы опасаетесь, не очень хотите, говорите слово «йод тевани» и
говорите после просьбу, что вы хотите. Например, пусть обойдет меня стороной эта проверка, или пусть эти гости быстро уйдут, или пусть моя свекровь сегодня не приедет, если вы не хотите ее видеть. Еще раз. Йод Тевани. Дословно семикрылый. Это некий див, некая сила, которая была предназначена как раз для таких спасительных дел, чтобы прийти и помочь на месте человеку, который опасается чего-то, боится. Итак, Йод Тевани. Произносите несколько раз, 3, 4, 5. Легче становится, потом говорите свою просьбу. Чтобы человек запутался и не понял, о чем идет речь, или как быть в этот момент. Вот запутать человека, вот вам нужно запутать его, чтобы он не понял, о чем, что происходит. Ну, может быть, у вас муж такой строгий, а сын пришел там поздно, да, и чтобы дома не было конфликта, смотрите вслед мужу или как бы, когда он сидит вот в таком ракурсе, чтобы он вас не заметил, или просто говорите, стоя возле порога. Это касается и семейных проблем, это касается и каких-то проблем с начальством. В общем, запутать, мороку ввести, чтобы человек не понял, и этот момент обошел вас стороной. Гайлаглух. Говорите 6 раз, 13 раз. Опять, здесь важно, пока вы не успокоитесь. Когда вы успокаиваетесь, то есть вам легче становится, это значит, эта сила уже пришла. И она сразу отпускает этот страх. Она берет себе и начинает помогать. Слово гайлаглух. Дальше. Чтобы иметь власть. Вот семейный совет, там решается какой-то вопрос, вы хотите, чтобы было, как вы хотите. Шепотом про себя говорите. Ну, подойдите, например, к окну, идите на кухню, якобы воду пьете. И опять же говорите 6-7 раз. Сев сар, сев кар. Зачем, почему, не спрашивайте. Вот эти слова, они вам помогают, все, значит, их предназначение не просто так придумано и сказано. Это, между прочим, очень древнее выражение. Это собрано мною у старых бабушек давно. Севсар, севкар. Дорогие друзья, вот воины-характерники, о которых идет речь, да, это как раз были те воины, чье слово было очень сильное. То есть они настолько усиливали себя, настолько приучали свою энергию к силам, что им достаточно было захотеть, подумать или сказать, и у них получалось. Вот вообразите себе, что я вам даю такие тайны характерников. Хотя я про них тоже как-нибудь сниму. Сняла уже, но их, имею в виду, их тайны тоже как-нибудь вам выдам на пользование в угоду вам. Так, дальше. То есть, чтобы иметь власть, чтобы твое слово прошло. Еще раз. Сев сар, сев кар. Чтобы на вас не донесли. Вот идет человек на вас каркать, мягко выражаясь, говорить, донести. Агравакап. И человек запутается, даже не будет понимать, что он хотел сказать, что он ходил-то. То есть его речь не будет иметь никакого успеха. Он не скажет, не сможет свидетельствовать против вас, а может и против себя скажет, а может еще его будут ругать. Еще раз. От доносов. Агравакап. Чтобы добиться своего. Чтобы вы все-таки, например, пошли туда, куда вам хочется, чтобы вам купили то, что вам хотелось бы. Отойдите на безопасное расстояние, чтобы вас не увидели, не поняли. И для себя повторяйте несколько раз. Аркаябар. Аркаябар. Если вы видите привидение, призрак, потустороннюю силу и пугайтесь. Либо
Если вы чувствуете, что какая-то некая опасность выдвигается в вашу сторону, и вы очень боитесь, рукой берете вот таким вот образом, делаете круг вокруг головы, неважно, против часовой или по часовой, вот так вот проводите над своей головой, круг чертите и говорите «Ананцанели». И тут же это состояние уходит. И если даже вокруг вас некая опасная такая энергетика образуется, да, это отходит. Это можно применить, если вы чувствуете, что, например, зашли в лифт, да, и следом кто-то зашел. Вы делаете вид, как будто вот так вот, ну, поправляете прическу, что-то в этом роде, и вот слово «ананцанели». Вы чертите круг, через который он переступить не сможет. Понимаете? Непроходимость, непроходимый, не затрог, значит, ой, все уже слова перепутала. Не затронуть. В общем, вот смысл в этом состоит, но это более древнее слово. Чтобы муж ваш не жил умом матери, сестры, брата и так далее. Если вы чувствуете, что он будет делать сейчас то, что говорят ему дома, а вам не хочется, чтобы он это сделал, и даже хочется, чтобы он сопротивлялся, а может и поссорился с ними, мол, то есть тихо для себя, в полголоса говорите «Сев Султан». Несколько раз, 6-7 достаточно. И результат вы увидите, какой произойдет. Чтобы человек, который пытается вас очернить, был неубедителен. Это практически то же самое, что от доносов, но в любом случае. Чтобы человек был неубедителен в своей речи против вас. Да вообще, если вы хотите, чтобы человек опозорился и чтобы его речь не возымела никакого воздействия на окружающих, просто смотрите, пока он там разговаривает, и говорите «Гор-та-майр». Раз, 6-7. Гор-та-майр. А потом увидите, чем закончится его речь и как все он провалит, одним словом. Ну что ж, будем продолжать этот цикл видео, да? Но пока берите то, что я вам сегодня дарю, и пользуйтесь во благо. Как я обещала, мы будем работать и работать очень много в этом году. Работать и работать, как старые евреи. Удачи!